находится город Батуми. Мы находимся в 9 километрах от Батуми. Это где-то 15 минут езды. Рядом с ботаническим садом, который тоже видно за моей спиной. Недалеко от природного парка национального Мтиралы. Городок называется Курортный Чакви. Он небольшой. И Сколько отсюда ехать до Батуми? 15 минут. 15 минут. А что мы посмотрим сегодня? Мы сегодня пройдемся по комплексу. Если вдруг кто-то не видел, мы расскажем, как он выглядит, расскажем, что мы сейчас продаем, расскажем, что здесь есть. Замечательно. Может, тогда начнем двигаться. А пока мы двигаемся, вы расскажете, какая площадь вообще у комплекса и как давно он был построен. Территория комплекса – это 10 гектаров. Здесь расположены корпуса отеля, корпуса апартаментов, а также более 50 объектов инфраструктуры. А апартаменты или квартиры? Квартиры. Квартиры. Просто это принципиально важно. Я называю это, потому что это так красиво звучит и так модно, но на самом деле все квартиры мы сдаем, точнее все апартаменты мы сдаем со статусом квартиры. В выписке из реестра указано, что это квартира. Ну просто это меньше гораздо налогов, да, как бы и при продаже, и при эксплуатации, и при сдаче в аренду. Да, то есть когда вы покупаете гостиничный номер, в гостиничном номере вы можете проживать там, до 30 дней в году, а все остальное время этот дом должен, этот гостиничный номер должен сдаваться и приносить доход. А что касается квартиры, то вы можете проживать здесь, сдавать вот там. Давайте остановимся вот возле первого корпуса. То есть это были первые домики, которые строили на территории Это Дремунда, не первый да? корпус, это корпус 4. Ну, один из первых, я имею в виду. Да, изначально у нас было запланировано низкоэтажное строительство на линии, которая ближе к морю. И чуть подальше, если вы покажете, что это совсем недалеко, а находится очень рядом, то есть здесь буквально, наверное, метров 50, находится уже 19-этажное здание. Так, вот эти большие корпуса, да? Это корпус, да, то есть больше 19 этажей мы не строим, это корпус 14, он был сдан 2 года назад. А сколько людей здесь одновременно может проживать уже сейчас? Ух, Александр, вы любите такие вопросы, надо было предупреждать. Сколько квартир было уже здесь построено? Я могу сказать, сколько квартир сейчас продано. Сейчас продано около 800 квартир. 800. Ну, грубо говоря, 1500 людей единовременно в сезон в среднем 1,5-2. Могут даже больше, да. Ну, теоретически, да. А сколько еще в процессе строительства находится? В процессе строительства сейчас у нас 2 здания, там по 150 квартир. По 150 квартир. И самая маленькая квартира какой площади? А самая маленькая квартира где-то 31 квадратный метр. В чем, в принципе, уникальность Дремунда? Ну, если мы говорим по сравнению с другими комплексами. В его инфраструктуре, в расположении. То есть Dreamland Oasis – это загородный комплекс, загородный закрытый комплекс. На территории запрещены машины в данный момент, если вы мне скажете, что это такое. Да, это вот это что? Рабочие машины, которые сейчас чистят фасады. Чистят фасады, крыши. Мы готовимся к сезону, ну, наверное, как и все в городе Батуми. Здесь разрешено только передвижение электротранспорта. Соответственно, можно абсолютно спокойно гулять, выпускать детей, ничего с ними здесь не случится. И охрана, видеонаблюдение, то есть территория закрыта, никто извне сюда просто так попасть не может. То есть обязательно нужно заходить, регистрироваться на охране, получать пропуск или получать браслет. Так, а давайте посмотрим, что у нас тут есть, в общем-то, на самой территории. Это бассейн, да? Это большой бассейн, да, 1400 квадратных метров. На 400 шезлонгов. А что еще есть из инфраструктуры? А еще есть 3 готовых бассейна. Итого у нас 4 готовых бассейна. И, мы сейчас к ним пройдем. Еще у нас есть аквапарк. Еще у нас есть спортивные площадки, 2 теннисных корта, футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, детские площадки, площадка для йоги, пилатеса. Пойдемте все это посмотрим. Пойдемте. Я не знаю. Ну нет, вот как вы презентуете тем, кто покупает у вас? То есть с чего вы начинаете? Мы просто чуть-чуть в другую сторону пошли. Ну, я не настаивал уже. Так, значит, давайте тогда посмотрим первое что. Мы пройдемся вдоль побережья. Основная открытая инфраструктура оттуда видна. Дойдем до аквапарка, посмотрим спортивные площадки.
чуть-чуть можно вас попросить на расстоянии от меня, потому что у меня очень широкий объектив, и поэтому получается, что вы слишком... Пугаете меня вашими широкими объективами. Так, начнем мы, получается, с набережной, да? Да. Давайте тогда я восстановлю, и мы уже там продолжим. Хорошо. Так. Идем. И, у меня первый вопрос по набережной, то есть я хотел бы пригласить вас На набережную? на набережную. Да, объясните, пожалуйста, то есть комплекс находится, получается, на первой береговой линии, Да. но почему он забором с пулеметчиками не огражден от всего остального мира? Он огражден заборами с пулеметчиками, но... Это мягкие какие-то пулеметчики. Да, но пляж, он у нас не огорожен, потому что пляж является государственной собственностью. Он у нас находится в долгосрочной аренде, там, на много-много лет. Что означает долгосрочная аренда? То есть то, что мы имеем право здесь делать бизнес, мы должны за ним следить, убирать, я не знаю, там, что-то продавать на нем и так далее. Но мы не имеем права закрыть его для посещения местными жителями, которые здесь живут неподалеку. Ну, единственное, что они особо не заходят туда на территорию. А если вот у вас, допустим, на территории просто вот через этот проход заходит какой-то посторонний человек? Если охранник его увидит, что он находится без браслета, то он его остановит. Ну то есть здесь камеры есть? Ну, здесь есть камеры по территории расположены, и по территории курсируют охранники. То есть они еще и ходят, и Да. плюс кто-то сидит за этим смотрит. То есть Да. это закрытая охраняемая территория. Да. Пойдемте тогда вот туда, наверное. Я еще скажу, да, что наш пляж, он мелкогалечный, песочный, что означает, что это более приятный заход в воду, в отличие от других пляжей. Ну, Чаквия этим отличается, на самом деле, что здесь, что в эту сторону, что в другую сторону, где-то до Ботанического сада, здесь примерно такое полупесочное дно. Говорят, что во времена Советского Союза здесь берега специально засыпали камнями для того, чтобы там не разносилось. Что хотим мы сделать когда-нибудь, точных сроков пока не знаю, но это у нас есть в проекте, это сделать первый искусственный песчаный пляж в Грузии. То есть устанавливать волнорезы и, соответственно... Это дальнейшее развитие комплекса, да, я так понимаю? Ну, это в дальнейшем, да. То есть у нас в планах есть... Давайте пока посмотрим то, что есть, если вы не против. Так, вот у нас получается набережная, променад, и первое, что мы видим, это какие-то арт-скульптуры. Это музей на открытом воздухе. Музей на открытом. Мы тоже любим инстаграм-фото. Специально для людей, которые любят инстаграм-фото, мы сделали это какая-то аллюзия, по-моему, к смеси поп-арта и Пикассо. Ну, здесь достаточно известные репродукции от известных скульпторов. Можно я здесь полетаю? Например? Ну, я не сильно в искусстве. Ну вот, по-моему, вот этот вот мужчина с вот это точно Пабло Пикассо. Эти слоны с треугольниками, это точно он. Наверное, и вот эти вот дырявые тоже они. Дырявые лошади? Да. Какой ужас. Вот этот вот мужчина, если я не ошибаюсь, он есть где-то то ли в Будапеште, то ли в Дании. Ну, в общем, где-то из европейской части. Да, такое что-то. Это, видимо, какие-то ацтеки. Ну, вы предупреждаете, в следующий раз я подготовлюсь по искусству. Хорошо. Тоже. Сколько здесь получается ширина пляжной полосы? Ширина? Ну, то есть насколько оазис в ширину от и до границы? 500 метров. 500 метров, то есть это территория... Длина пляжа, да. То есть эта территория, условно говоря, она открыта для всех, но отдыхают здесь исключительно жители оазиса по той причине, что... Эта территория открыта для всех, но местные жители, которые не проживают на территории комплекса, не являются гостями комплекса, они не имеют права заходить вот сюда дальше. Ну, то есть они могут пользоваться пляжем, они не могут пользоваться они пользуются нашим... пляжем по факту? Обычно с самых краев. Ну, то есть они не заходят сюда, потому что, смысла нету. Нету смысла, потому что им ничего здесь нельзя. А шезлонги вы ставите для отдыхающих? Для отдыхающих, да, конечно, в летний период. Ну, вот сейчас еще были дожди, но с 15 мая у нас уже начинает функционировать аквапарк в комплексе. Соответственно, уже на пляже будут выставлены шезлонги, проведены дорожки и так далее.
Я понял. Пляж, сейчас тут ведутся периодически какие-то реконструкционные работы, потому что после сильного шторма в Батуми, который был несколько месяцев назад, у нас смыло всю эту первую линию по факту. Вот это, кстати, меня тоже на самом деле, ну, почему меня беспокоит это Погонио, потому что, грубо говоря, здесь, в Чакове, если у вас это смыло, то фактически это проблема ваша, да, как бы, Да. Ну, это а если это размоет в Гонио, то это проблема муниципалитета Гонио, а где взять столько денег муниципалитету Гонио, чтобы... Ну, это проблема муниципалитета. Нет, просто Батуми развивается же в два направления, да, условно говоря. И вот здесь это я понимаю, кем это будет делаться, а вот что будет в том направлении. Ну, если поискать, на самом деле, где-нибудь в интернете все, что было в Дримленде после того, как у нас был шторм, вот этой детской площадке ее заново построили сейчас. Половина скульптур были полностью снесены, их поднимали заново. А там площадка для пилатеса, ну, пройдемте. Да, пойдемте. Так, То есть здесь на самом деле можно еще на газонах увидеть песок, который замывало сюда. Но я скажу, что самое интересное, что ни в один из домов вода не затекла. Ну, они, по-моему, далековато находятся, нет? Нет, вода доходила до больших бассейнов, но то есть по периметру была вода, но в дома вода не зашла, потому что дома находятся на небольших горках. Да. Это хорошо. Но вот эти корпуса, которые малоэтажные, они, по-моему, самые близкие к морю, а эти-то большие дома, они вообще далеко. Сколько? Ну, от них метров, наверное, 200 до моря. Да нет. Я думаю, что от них метров 100, но это рядом. А вот живя здесь, получается, имея здесь квартиру, я могу всем этим пользоваться, ну, в стоимость обслуживания входит у меня это все. В стоимость обслуживания входят бассейны, входит, за исключением одного, входят спортивные площадки, кроме теннисных кортов, но теннисные корты можно арендовать со скидкой, аквапарк с 50% скидкой. Все, что здесь бесплатное, это все, ну, точнее, зоны отдыха, какие-то площадки, детские площадки, зона там для пилатеса, для йоги и так далее. Этим всем, конечно, можно пользоваться бесплатно, в том числе и бассейнами, и шезлонгами у бассейнов. Так, ясно. Так, это детская площадка. Дальше у нас что по плану? Дальше у нас йога-пилатес. Зона для йоги и пилатеса? Да. Ну, то есть это девушки из Инстаграма должны это оценить, да? Конечно. Я еще добавлю, что у нас на территории есть на берегу души и туалеты. Это немаловажно. Ну да, согласен. Так, а вот эти беседочки, они просто для того, чтобы сидеть и отдыхать после спортплощадки? Да, это просто зона отдыха. Так, у вас здесь своя спортплощадка на открытом воздухе? Да, потому что в данный момент у нас нету, к сожалению, тренажерного зала, но тренажерный зал у нас появится в следующем году, когда откроем большой спа-центр. Понятно. А сколько здесь народу живет зимой? Это сезонный же комплекс вообще? Комплекс в основном, конечно, работает в летний сезон. Редко, когда комплекс, ну, кто-то проживает здесь в зимний сезон, но в сравнении с предыдущими годами сейчас количество людей, которые проживают здесь постоянно, в том числе зимой, оно увеличилось. Понятно. А вы хотите из него сделать круглогодичный? Конечно. А что вы для этого делаете? Мы, как минимум, строим для этого спа-центр, который позволит нам обеспечить зимнюю загрузку. К нему загрузку. еще подойдем, да. А еще? И мы планируем открыть еще казино в 13-м корпусе. Это вот этот вот, который будет сдаваться в следующем году. Это, вот этот, который сейчас строится. А там есть сейчас квартиры продажи? Да. Понятно. Ладно, ну до квартиры мы дойдем позже. Давайте все-таки немножко дальше пойдем пока. Что еще хорошего и интересного есть на территории Дримленда? Еще на территории Дримленда есть рестораны, бары, супермаркет. Супермаркет в данный момент, конечно, работает в таком ограниченном режиме, но и рестораны тоже. Но мы работаем над тем, чтобы обеспечить зимнюю загрузку в том числе. И поэтому я думаю, что в скором времени у нас будет работать больше, чем один ресторан в зимний период. Ну вот смотрите, меня вот с точки зрения тезисности это интересует. Получается, у вас комплекс начал строиться в 2014 году, а на круглогодичную заполненность вы выходите в 2024-м, еще не выходите даже. У нас нету в данный момент зимней инфраструктуры по факту. Из всей зимней инфраструктуры здесь, на территории Дримленда, только мультифункциональный центр, в котором есть боулинг, бильярд, кинотеатр, детская комната для малышей,
и комната со спокойными играми. То есть это единственное, что по факту сейчас в комплексе есть в зимний период времени. Каким-то образом обеспечить загрузку при наличии только этой инфраструктуры зимней сейчас сложновато. Поэтому... То есть здесь только живут в основном владельцы квартир, да, вне сезон? Нет, сдаются. Сдаются? Да, но сдаются не посуточно, а долгосрочно, то есть напрямую от владельцев. А сколько стоит здесь зимой арендовать квартиру? Я не уточняла по поводу... Мы не занимаемся долгосрочной сдачей. 500 тысяч долларов. Я думаю, что от 500 до 1000. От 500 до 1000 долларов. Понятно, пойдемте. Но это совсем немного, в принципе, да? Я так понимаю, что зарабатывают на аренде здесь именно в летний сезон. В летний сезон, да. И вот та же самая квартира, которая зимой стоит 500-1000, ой, зимой, вернее, летом, она будет сдаваться? Летом минимальная цена за студию – это где-то в районе 100-120 долларов в сутки. 100-120 долларов в сутки. Это, ну, за эти 100-120 долларов, то есть, ну, по сути, человек живет как в пятерке, да? Ну, да. То есть, ну, это пятизвездочный, по сути, отель. 4,5. 4,5? Это как? А что не хватает до 5 звезды? Ну, есть нюансы. Так, вот этот бассейн, он работает уже сейчас, то есть можно к нему подойти? Да, конечно. Получается, в нем можно купаться даже сейчас уже. Да, но просто он не подогреваемый. Если вы слегка закаляетесь, то можно. А подогреваемый будет, я так понимаю, что в спа-центре, да, который В строится спа-центре сейчас? там будет много бассейнов. Там будет да? 7 или 8 бассейнов, один большой. Там будут бассейны с водой разных морей. 3 моря. Будет бассейн в темноте с ночным небом, музыкой Вагнера. Даже так? Да. Интересно. Так, ну и здесь, получается, люди могут загорать просто даже сейчас уже. Да? А здесь теплее сейчас вода будет, чем в море, наверное? Не проверяла. Ну, я думаю, что если они лежат, они, наверное, заходят и окунаются. Я думаю, что бассейн налили совсем недавно, и поэтому вряд ли она еще успела так сильно нагреться. Хорошо, ну мы просто зафиксировали, что вот это получается бассейн, за ним, а вот это огромное здание, это что? За ним большое здание, это банкетный зал с рестораном. Внизу у нас мороженое Баскин Роббинс. Также у нас планируется внизу этого корпуса караоке и лаунж. И рядом стоит здание ресторанного комплекса, там, где есть грузинский ресторан, итальянский ресторан это и вот, европейский пониже, ресторан. Да? Ага, я понял. На заднем плане это гостиница, одно из зданий гостиницы. Это корпус 11, и рядом с ним строится корпус 12, который будет сдаваться в 2026 году. Хорошо. Ну, то есть, на самом деле, до моря здесь абсолютно немного. Ну, вот. Я понял. Метров. Давайте двигаться дальше. Вот это что за здание? Ну, не здание, наверное, на открытом воздухе. Это кафе? очень популярное в летний сезон место, которое называется бич-бар. А сейчас он не работает, потому что тут были полностью... У нас очень популярное Пойдемте к нему, наверное. в летний сезон место, называется бич-бар. Я думаю, что в ближайшее время он уже откроется. Они вон готовят столы, стулья и переносят мебель. Я также добавлю, да, что этот бар был у нас полностью разрушен во время шторма. Ну он прям у самого моря, Да, то есть его отреставрировали, то есть его практически заново сейчас тут все делают. Ага, замечательно. А летом, я так понимаю, ну, я понял, это просто летнее кафе. А что еще пострадало от шторма в Дримленде? В основном только первая линия. Бассейны были заполнены полностью грязной водой. Все это чистилось, вычищалось, убиралось, чинилось. Ну, Короче, работа у вас зимой была, да? да, этой зимой мы развлеклись. Такое не бывает каждый год, да, просто чтобы люди не пугались. То есть это большая редкость. Говорят, что таких штормов в принципе никогда не было в Батуми. И это была какая-то аномальная погода. Ага, понятно. Ну, просто нужно учитывать, что, я говорю, при выборе жилья нужно учитывать еще, кто за ним будет следить и как. Да, потому что, ну, по моим ощущениям, когда там что-то рушится на том же Новом бульваре, особо никто не стремится это очень быстро убирать. Да не, ну убирают же все. Не стремятся это чинить. Здесь, по крайней мере, люди понимают, что
летний сезон не за горами, и сюда приедет большое количество людей на отдых, и, соответственно, то есть они должны отдыхать в приятном это для ваш глаза хлеб, месте. да, по сути. Кстати, по поводу приятного для глаза места, я рассказывала раньше, что у нас на территории комплекса есть штрафы, правила, то есть есть свой, скажем так, своя конституция, да, которая говорит о том, что нельзя, допустим, вывешивать белье на балконы. То есть потому что это будет... Почему? Потому что это будет визуально портить картинку. А люди должны не только смотреть на море, люди должны смотреть на красивую территорию. И если люди будут видеть полотенце там висящее, то мы делаем замечания и... То есть вы осуществляете некий контроль? Да, конечно. Особенно летом люди очень У вас на любят такое территории делать. есть урны, это приятно. У нас есть урны, у нас есть гамаки, у нас Мне есть часто их не шезлонги, хватает в которые Батуми. сейчас вот их выставят с мягкими подушками, качельки, диванчики и так далее. Просто были дожди, вот буквально еще позавчера, и еще не успели все это выставить. Мгм, понятно. А вот слева от нас это что такое красивое? Это белая площадка. Да. А слева от нас находится... Здесь зона для свадебных регистраций. А, да? Даже Чаще так? всего здесь это мероприятие проходит. Ну, либо вечером выставляются стульчики в летний сезон, и можно сидеть и наблюдать за закатом. Ну, то есть такая тоже в дневное рекреационная время зона. или там в утреннее время, когда проходят свадьбы, обычно здесь все это красиво украшают, и, ну, то есть здесь все сделано именно под свадебные церемонии, потому что Грузия – это страна свадеб. Ясно. Так, и мы подошли, собственно, к этому тому самому многофункциональному комплексу, который работает и зимой, и летом, Нет, да? сначала мы подошли к одному из зданий отеля. Так, а здесь К ресторан какой-то? мультифункциональному комплексу мы подойдем через аквапарк. А, да, хорошо. А здесь у нас внутри что? Здесь у нас тоже беседка какая-то? Здесь у нас Марокко-бар, где курят. Кстати, он открыт, и можно заглянуть. Давайте. Здесь реставрируется полностью бассейн, потому что он был испорчен. Кстати, его, по-моему, отреставрировали. Он раньше был голубой, а теперь он светленький стал, белый. Марокко-бар тоже готовят. Здесь в летний период можно попить кофе, чай, поесть десерты и покурить кальян. Замечательно. Так, теперь мы идем в сторону уже многофункционального комплекса, который работает. Теперь Теперь мы идем в сторону многофункционального мы комплекса. идем в сторону мультифункционального комплекса через аквапарк. Да, и здесь у нас волейбольная площадка. Площадка для пляжного волейбола. И туда А также А вы бассейн. песочек сами привозили или где? Откуда он желтенький-то? Конечно, Нет, а желтенький он откуда? привезли. Ну, откуда? Просто где вы в Грузии взяли желтый песок? Ну, в Грузии, наверное, Мы в есть Грузии его желтый взяли. песок. Ну, естественно, не из-за границы. Понятно. Вот, кстати, к вопросу о минусах комплекса. Мы слышим, что едет поезд. Да? Сколько поездов? Ну, вот такой шумный, он проходит 1-2 раза в день. Так, а всего сколько? Это шумный, проезжает такой товарняк. Но в апартаментах его практически не слышно. Вы сами, по-моему, проживали у нас в апартаментах, и, насколько я помню, не особо звук поезда был слышен. Нет, ну просто этот момент я же должен все равно зафиксировать, что это есть. То есть вот, пожалуй, единственный, наверное, минус Чаквы – это то, что железная дорога все-таки есть недалеко здесь от комплекса. Это не минус Чаквы. Так. Потому что железная дорога, она соединяет город Батуми с основными городами, крупными городами Грузии. Здесь также проходит скоростной поезд. В настоящий момент у нас в планах еще проект по изменению платформы Чаквинской, которая находится прямо возле комплекса. То есть для того, чтобы на этой платформе могли останавливаться скоростные поезда. Сейчас, то есть поезда у нас скоростные, но платформа у нас не для скоростных. То есть она просто не позволит. То есть можно будет прямо здесь. оттуда уезжать. И, соответственно, можно будет выехать из Кутаисского аэропорта и выйти прямо здесь, в Чакве, в Дримленде. Можно будет выехать из Тбилиси и выйти прямо здесь, в Дримленде. То есть не ехать до Батуми, а потом ехать сюда. Это очень удобно.
Рыбный ресторан, он уже функционировал, но сейчас закрытый. В этом Вот году опять будет Он, функционировать. насколько я понимаю, что он пострадал больше всего от шторма. Он и бичбар, да. Ага, ну вы его уже установили. Бичбар восстановили, этот в процессе. Но он не откроется раньше июня, поэтому мы пока еще не сильно с ним торопимся. А бичбар, он уже откроется в ближайшее время. Понятно, хорошо. Так, и мы подошли потихонечку. Мы подошли к спортивным площадкам. Так, хорошо. Расскажите, пожалуйста, про спортивные площадки. В спортивных площадках у нас есть баскетбольная площадка, футбольное поле и 2 теннисных корта. Понятно, они, чтобы ими пожалуйста. пользоваться, то есть, ими пользуются за отдельную плату. Футбольное поле, баскетбольная площадка бесплатно, теннисные корты платные. Но там для владельцев есть скидки. Ясно, хорошо. Так, и с другой стороны у нас аквапарк. Да, и здесь у нас большой аквапарк. Давайте пройдем через детский парк, наверное. Ну, пойдемте через детский парк. Мы сейчас идем по окраине, по сути, комплекса, да? Да, ну вот на этом, скажем так, комплекс заканчивается. Хорошо. А вот за территорией комплекса вы что-то еще будете строить в ближайшие лет 5-6? Ой, мы много чего будем строить. Да? Мы отсюда не уходим, да. То есть Чакви, он будет практически весь под Дримлендом. В настоящий момент у нас здесь 10 гектаров, которые застраиваются. Также у нас есть еще за железной дорогой следующий проект, который будет, опять же, со своей инфраструктурой, с бассейнами. Там же у нас будет 2-этажный паркинг для всего комплекса. Там же у нас будут различные газоны, площадки, деревья, парковая зона. И там мы планируем продавать квартиры в белом каркасе. Но этот проект, скорее всего, начнется в следующем году. Откуда у вас столько денег? Откуда источник финансирования? Мы продаем. Нет, в принципе, инвестиции откуда? На самом деле мы не берем кредиты. То есть то, что мы продаем, мы за это строимся. Кредиты изначально мы брали деньги только откуда? в самом начале, а сейчас у нас организация, которая сама себя финансирует. Я пытаюсь вас подвести к источнику денежных средств. Вы хотите спросить, кто инвесторы? Да. Инвесторы у нас австрийская компания Альберета. Альберет, они инвестируют у вас 10 лет уже, по сути. Да? Ясненько. Пойдемте дальше. Меня просто, когда я об этом узнал, меня это заставило вас дополнительно зауважать. Вот, поэтому я хотел бы, чтобы это тоже было, условно говоря, видео. Это детский сад. Детский центр, скажем так. Да, там развивающие игры, да, я так понимаю, Да. что? И можно ли нанять бэбиситера отдельного? Можно. Понятно. То есть ребенка можно сдать, в принципе, здесь большое количество заведений. Особенно летом, да, конечно, летом на территории постоянно работают аниматоры. Есть аниматоры для взрослых, есть аниматоры для детей. То есть с аниматорами для детей вы ребенка так просто не оставите, но сюда в центр его без проблем можно сдать для того, чтобы там, не знаю, съездить куда-то в ресторан или съездить куда-то на какую-то экскурсию или за покупками. То есть чтобы не таскать ребенка за собой, он может вполне себе за ним здесь присмотрит. То есть у меня, как у счастливого отца, есть возможность сдать ребенка и упасть в алкогольную кому. Многие, наверное, так и делают. Понятно. Так, тут еще один детский парк. Как бы нам попасть все-таки на территорию аквапарка? Мы к нему идем. На территорию аквапарка мы можем отсюда попасть. Давайте тогда, наверное, отсюда попробуем это сделать. Это не официальный вход, я так понимаю, да? Это вообще ни разу не официальный вход. Я думаю, что с вами можно. Так, фактически это, наверное, единственный более-менее работающий аквапарк на побережье, кроме Анаклии на сегодняшний день. Да, до Анаклии надо ехать, и Анаклия пока еще не настолько развита, как регион Батумский. Что здесь есть в этом аквапарке? Здесь много всяких прелестей, здесь есть горки, здесь, когда он откроется, будет работать бар. Когда у меня квартира здесь, мои дети здесь бесплатно купаются? Нет, со скидкой 50%. Сколько плюс это стоит? для детей еще дешевле билеты, соответственно, они еще меньше там. Сколько это стоит, допустим, для ребенка?
Я сейчас не готова сказать, но в прошлом году, по-моему, 70 лари стоил. Цены меняются каждый год, да? Да. Ну, то есть они должны пересмотреть, прислать информацию, потому что аквапарк, он как бы принадлежит гостинице. Но, грубо говоря, у владельцев есть скидка там 50%, соответственно, это не 70 было, а 35. 35 лари на день на ребенка просто это. Дается браслет, то есть можно выходить, заходить, купаться и так далее. Здесь есть детский бассейн. Здесь будут мягкие шезлонги. Здесь есть зона джакузи. Джакузи это хорошо. Джакузи. А коктейли у вас делают в комплексе? Что? Коктейли. Конечно. Так, вернемся к вопросу аквапарка. Значит, здесь у нас какой-то грот, да, я так понимаю? Горки, это они все, вот открытый, мы называем его открытый спа-центр. Там сколько горок в этом аквапарке? 4 или 5. 4 или 5. Понятно. В башнях у нас находятся магнитные пески. Чтобы не надо было ездить никуда оздоравливаться, можно подняться в башню, полежать и оздоровиться. Внутри грота у нас находятся горячие, холодные, контрастные ванны. Также находится хамам и финская сауна. И эти обливательные такие штуки. Бодейки. Бодейки и бассейн с холодной водой. Купель, да, это называется. Также тут находится достаточно такой профессиональный спа, который для всех частей тела, для ног, для спины, для пятой точки, для рук и так далее. То есть оно со всех сторон вас... джакузи. Со всех сторон... Джакузирует? Джакузирует, да. Я понял. И все-таки давайте уже к многофункциональному центру. Мультифункциональный. Доберемся до него. Мультифункциональному. Там у нас находится парк с детскими каруселями Да. и детскими площадками. Мы мимо него тоже, наверное, пройдем еще в какой-то момент. Так. И что из себя представляет тот самый Мультифункциональный центр. Мульти, хорошо, да, вот я уже согласен говорить мульти. Мультифункциональный центр тоже сейчас готовится к заезду гостей активному. Здесь у нас есть кафе, библиотека, литературное кафе мы его называем. То есть здесь можно почитать книжки на разных языках. А давайте заглянем вот у него. Так, здесь у нас книги на грузинском, на английском. И должны быть еще книги. То есть здесь можно в тишине с книжечкой посидеть. Да. Кофе принесут? Кофе принесут, если закажете. Это же прекрасно. Так, а здесь у нас Отлично, дети да. играют в бильярд, да, я так понимаю? Здесь, да, у нас сейчас свободный Мы не бильярд. будем им мешать, просто я зафиксирую, что вот здесь вот бильярдная комната. Это все работает и зимой, и летом. Да. Детская комната для совсем маленьких, там, где кубики. Это детский клуб так называемый, да. Да. Здесь же у нас есть боулинг, но там сейчас не горит свет. Я боюсь, что я никого не найду. А вы можете А включить боулинг свет можно боулинга? заказывать отдельно? Боулинг, да. Свет в боулинге. Проходите. Так. А пользование боулингом платное? Платная, но у владельцев тоже есть скидки. То есть фактически 50% инфраструктуры бесплатно, это все, до чего ты можешь доступиться, а то, что связано с развлечениями, то есть ты Нет, получаешь... то, что связано с каким-то глобальным обслуживанием, то есть аквапарк или боулинг, да, где нужно включать там электричество и так далее, то тут берется 50%. 50% от стоимости. Я понял. Так, мы спускаемся вниз. Боулинг. Ну, вообще 4 нет, у меня дорожки. камеры немножко не хватает. Ну, там. вот это вот точно увидит ваша камера. Ну, у меня начинает картинка немножко прыгать. Так, дорожки боулинга, да, в принципе, понятно. Специальные ботиночки вот там на полочках Так, стоят. хорошо. То есть все. Раз, всё два, три, по-профессиональному. 4. 4 дорожки, да? Да. Мягкие диванчики, то есть здесь тоже работает бар, и можно воспользоваться услугами. Можно Спасибо, что арендовать. провели в боулинг, я его наконец-то увидел. Пожалуйста. Так, вернулись снова наверх. 7D кино. 7D, 9D и 3D. Прекрасно. Так, ну это типа кинотеатр, да? Да. Ясно. Нет, это не кинотеатр, здесь у нас комната. Это комната компьютерных игр.
компьютерных игр. Здесь же вот этот вот кинотеатр 9D. Это 9D, это 7D. Там у нас тир. Здесь всякие Аэрохоккей приставки. и прочее, прочее. Это все тоже 50% скидка для... Нет, здесь, по-моему, 1 лари, просто ты бросаешь и все. А, монетки одноларовые. Монетки, да. Отлично. Ну, тут есть куда поселить ребенка, это хорошо. Вообще прекрасно. И основной наш кинотеатр. А есть еще большой отдельный полноценный кинотеатр. Прекрасно. Такой Показывайте. красивый. А здесь можно устраивать частные кинопоказы? Можно. То есть его можно целиком арендовать просто для своих? Сколько тут мест? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 48. 6 и 8, 48, да. То есть можно большой компанией загрузиться и смотреть, собственно. А 1080 или 4К? Скажите, Вы пожалуйста. можете посильнее снять. Ну, Как мне это, просто... поближе снять. Это 1080-ки, по-моему, Epson. Я могу ошибаться, но вроде бы да. EBFH06. Я посмотрю. HDMI, да, все, вижу. HDMI. А могли бы 4К. Мы учтем ваши замечания. Хорошо. Ну и мы, собственно, выйдем, наверное. Еще у нас есть комната спокойных игр. Шашки, шахматы, домино. Так. А можем зайти внутрь? Да, пожалуйста. Никого не помешаем? Никого там нету. Хорошо. Шашки, шахматы, домино не особо кого-то сейчас интересуют. В это время года, да? Да, но эта комната Понятно. тоже фри. Так, сюда тоже можно прийти, просто посидеть. Просто посидеть в дождливую погоду, поговорить, там, встретиться с кем-то и так далее. На этой площадке у нас обычно аниматоры развлекают детей в летний период, особенно если дождь какой-то, или нужна тень, или еще что-то, то есть они где-то здесь находятся. Ясно. Хорошо. Ну, такой довольно богатый. Ну и центр. давайте я примерно вам покажу территорию комплекса сверху. А, это вот то, как он выглядит. Очень хорошо, да, давайте. Так, на первой линии у нас маленькие корпуса. Мы с вами шли вот отсюда. Вот тут вот музей, вот он музей, потом спортивные площадки, площадка для йоги, потом детская площадка, фонтан, который там чистили в тот момент. Здесь от фонтана мы планируем построить пирс в море со своим бассейном, еще с одним Но он еще не рестораном. построен. Он еще не построен, он будет строиться после того, как эти два корпуса будут закончены. Квартиры продаются вот в этих двух корпусах сейчас, да? Квартиры продаются вот в этом и этом. Этот корпус сдается в 2026 году, этот корпус сдается в 2025 году. Здесь еще одного корпуса не видно, и вот здесь двух маленьких не видно. Этот большой бассейн мы проходили, это тот бассейн, который наполнен водой. Да, мы это, тоже его проходили. Это тот бассейн, который в настоящий момент реставрируется. Вот он, аквапарк. Здесь бассейн с морской водой, который мы также проходили. Площадка для волейбола, теннисные корты, футбольное поле. Здесь у нас детский парк, здесь у нас будет еще одно последнее здание. Но мы к нему приступим, скорее всего, в следующем году к строительству. И из недостроенной 4 здания отеля. Мы сейчас находимся вот здесь, это мультифункциональный центр. И последний объект такой глобальной инфраструктуры – это большой трехэтажный спа-центр, который объединит все существующие модели спа. А где паркуются ваши гости? Гости паркуются либо за территорией здесь вдоль дороги, либо на закрытой парковке, которая находится за железной дорогой. Хорошо. Так, все, пойдемте в сторону света. Пойдемте. На территории комплекса очень большое количество зеленых насаждений. Здесь высажена половина ботанического сада. Земля очень благодатна, все очень хорошо растет. И как бы на зелень здесь не скупятся. Если вдруг по какой-то причине какое-то дерево засохнет, то мы обязательно его пересаживаем и заменяем. Если вы посмотрите на здание номер 11, его отсюда видно, там стоят деревья на балконах. Да. Это было сделано для того, чтобы объединить горизонтальный оазис с вертикальным оазисом. То есть практически в каждом номере, в каждой квартире есть какое-то зеленое насаждение, которое видно с улицы. Так, и вот здесь у нас зона отдыха, да, насколько я понимаю, просто с фонтанчиком? Здесь просто парковая зона. То
То есть у нас... Здесь тоже есть бунгало-бар, там же есть грузинский ресторан, здесь функционирует фонтан. Сейчас уже все начинает цвести красиво. Различные качельки, гамаки, зоны отдыха, на которых будут мягкие подушки буквально в ближайшее время. Вот как-то так. Можем пройти еще... Давайте в сторону отеля, наверное, двинемся. То есть тут, насколько я понимаю, то есть 4 корпуса отельных и будет 4 больших корпуса апартаментных и маленьких корпусов апартаментных. Больших корпусов апартаментных будет 5 и 10 маленьких. А сильно шумно тут в сезон? Вы имеете в виду от стройки? Я имею в виду от людей. Ну, да. Ну, много людей. То есть загрузка достаточно это. Ну, то есть это в сезон это скорее такое курортное. Сезон – это курортное место для бизнеса. Даже владельцы апартаментов чаще всего приезжают сюда вне сезона. Вот сейчас, в мае, в сентябре, в октябре любят приезжать владельцы апартаментов. Те, которые хотят отдохнуть в более такой спокойной обстановке. А в летний сезон, конечно, все стараются отдать это под сдачу. Ну, то есть в аренду, да. Сдавать можно через нашу управляющую компанию, либо самостоятельно. То есть здесь тоже у нас никаких ограничений нет. И насколько это успешно? Это сколько денег? В данный момент при загрузке 90 дней в году примерно 6% возврата инвестиций. Если мы говорим о том, что будет зимняя загрузка, мы планируем, что это будет в районе 180 дней в году загрузка, соответственно, там будет где-то 9-10%. Я, насколько знаю, тут есть частники, да, кто сдает еще много апартаментов? Да, мы то есть предыдущий сюжет делали про частников. Они более эффективны по сдаче, чем... Я не могу знать, за сколько они сдают, но у Dreamland есть фиксированная цена и есть определенный, то есть внутренне в компании согласованы определенные скидки, ниже которых мы не можем опускаться. А частники могут сдавать совсем дешевле, да, то есть им не надо платить какие-то взносы, то есть свои налоги, и они оплачивают все свои налоги самостоятельно. Но цену они имеют право регулировать самостоятельно. Есть те, кто сильно демпингует, те, допустим, у кого много квартир, они могут для того, чтобы обеспечить загрузку, то есть они могут очень сильно снизить цены. Но Dreamland при своей сдаче мы не сдаем ниже установленной цены на год. Ну и есть у вас клиенты вот, с учетом даже конкуренции со стороны? Да, конечно. То есть вы загружаете централизованно? Да, конечно. То есть у нас есть отдельный отдел продаж для гостиницы, и у нас есть отдельный отдел продаж для апартаментов. То есть это два разных подразделения, которые сдают апартаменты и гостиницу. Апартаменты, на самом деле, они сейчас сдаются очень хорошо по причине того, что практически во всех апартаментах у нас есть кухни, за исключением небольших студий. То есть, соответственно, небольшие студии, они могут конкурировать с отелем. Я слежу за вами. Квартиры, в которых есть кухни, они уже с отелем никаким образом конкурировать не могут. Поэтому они будут сдаваться лучше. И комплекс семейного типа, сюда обычно приезжают минимум с одним ребенком, в среднем с 2 детьми. Соответственно, двухкомнатный апартамент, он обычно пользуется таким наибольшим преимуществом. Понятно. А давайте тогда теперь пройдем к тому самому спа-комплексу, про который мы говорили, и, собственно, посмотрим его. То есть, где он будет. И вообще хотелось бы посмотреть, насколько стройка следующих корпусов мешает жизни людям в текущих. Как вообще? Стройка сейчас шумит, но 19 этажей уже будут подняты до конца этого месяца. Там, по-моему, уже 19-й строится. Соответственно, самые такие шумные работы, они будут закончены. Пыльно-шумные работы. Остаются там отделочные, внутренние, коммуникационные и так далее. Но это уже будет внутри здания происходить, поэтому, в принципе, людей из других корпусов... Да, вы слышите, что у нас тут еще собачки гавкают. Мы, если что, pet-friendly в апартаментах. То есть можно держать в апартаментах собак? В апартаментах, да. Но это плюс или минус? Сейчас много людей, которые приезжают с маленькими собачками. Ну, а если, допустим, чья-нибудь маленькая собачка будет мешать жителям других гавканьем? Успокоит. Ну, то есть вы можете позвонить с ресепшена и сказать, что да, конечно. Ваша собачка. Так, вот здесь у нас, по сути, спа-комплекс, да? Да.
Ага, хорошо. Видите, все закрыто. Заборчик. Я просто, когда у вас был в прошлый раз, вы попросили заметьте, что там критики. всё красиво. Да, я вижу, вы серьезно отнеслись к моему замечанию. Конечно, Александр. Именно к вашему замечанию. Да, именно к моему, видимо, да. Большой, Кстати, да, хорошо. трехэтажный. Теперь здесь он забор. уже поднятый. Там уже ведутся... А это приятно, да, если человек посмотрит предыдущий обзор, где я проходил и говорил, что ай-яй-яй, это та, а потом он посмотрит действующий обзор и поймет, что, в принципе, Да. люди работают, это приятно. Спа-комплекс расположен между зданием 11 и между зданием отеля. То есть можно будет из здания 11, не выходя наружу, пройти туда и, соответственно, из здания отеля пройти туда. Ага, это хорошо. Так, ну и вот здесь получается у нас отель, между отелем и одним из корпусов у нас... Давайте посмотрим, как выглядят у нас сами корпуса. Корпуса мы посмотрим. Просто повернитесь назад, чтобы посмотреть, что это корпус 12, который будет сдаваться в 2026 году. Да. И вот по соседству стоит, который уже более в таком полузавершенном виде, это корпус 13, который Мы будет туда сдаваться в следующем внутрь, году. может быть, зайдем еще и глянем это все Если дело. хотите, зайдем. Хорошо. Конечно, хочу. Сейчас, секунду, меня с ума сходит. Так, пойдемте посмотрим, как это выглядит в завершенном виде, сами корпуса, да? То есть, Да. ну, на примере вот этого корпуса, если можно. Входная группа и все остальное. У вас нижние части, я так понимаю, тут запланированы под коммерцию. Здесь у нас в летний магазин, сезон да, работает открывается? магазин грузинских дизайнеров. Он работает? Летний, да. Ну то есть они летом приезжают, раскладывают все и расставляют, и... Вот мы заходим внутрь. Да, Так у нас выглядят подъезды. подъезд. Сейчас В я данном корпусе у нас в настоящий момент расположен ресепшн. Здесь у нас небольшой бар, чай, кофе и 2 лифта. В каждом корпусе у нас в настоящий момент по 3 лифта. То есть в этом корпусе 2 здесь и 1 с торца. В 14-м аналогично. И в 2 новых корпусах тоже будет по 3 лифта. Так, хорошо. Мы поднимемся сейчас с вами для того, чтобы посмотреть, как выглядят завершенные апартаменты. У нас их осталось буквально там 5 штучек из завершенных. Ну, я покажу. Хорошо. Так, ну и давайте посмотрим, как это выглядит внутри. Давайте, мы сейчас в 14-м корпусе, возле 14-го Да. корпуса. И как это будет выглядеть их все. То есть, ну, примерно единый стандарт оформления Да. помещений, да? То есть это все будет выглядеть примерно так же. Так, и здесь у нас... Здесь у нас тоже холл, здесь тоже есть ресепшн. Так, можно я чуть-чуть все-таки огляжу здесь? Довольно стильно сделано. То есть входная группа в каждом доме, она вот таким вот образом. Здесь сидит портье, да, я так понимаю, обычно? Здесь сидит сотрудник фронт-офиса в летний сезон, опять же, когда много людей, то есть какие-то мелкие вопросы можно с ним решать, основные вопросы на ресепшене решать. Хорошо, я понял. А чем отделаны вот подъезды здесь? То есть это что такое? Это шпон? Шпон. То есть прям богато? Хорошо. 2 лифта. На какое количество квартир? Там в каждом доме по 150 квартир примерно, поэтому я, честно говоря, не помню, сколько у нас. 150. Хорошо. Так, мы попадаем на этаж. Святая святых. Да, и я уточню еще раз, что у нас не 2 лифта в корпусе, а 3 лифта, 1 в конце. Так, 1 лифт в конце, это хорошо. Так выглядят. Это мы сейчас на каком этаже? Мы сейчас на 19 этаже. На 19 этаже. Прекрасно. Сколько квартир находится на этаже? На этаже находится 14 квартир. 14. Хорошо. Они сделаны по стандарту Dreamland, то есть это все шпон, да, насколько я понимаю? Это все... Я делал уже обзор номеров, в принципе, но никогда не поздно, как говорится, заново. Да. Хорошо. Захотите? Это у нас квартира с отдельной... Это квартира с одной спальней, Так. площадью 57,8 квадратных метров. Сколько она стоит денег? Ну, конкретно это уже последняя в этом корпусе на высоком этаже. Она стоит 182 тысячи.
А сколько стоит самая дешевая квартира сейчас в комплексе? Я так понимаю, те, которые на этапе строительства, они стоят дешевле. Самые дешевые – это те, которые на этапе строительства. Там есть студии в районе 42 квадратных метров, они стоят $80 тысяч. Есть… Это вот так же они будут полностью оборудованы? Да, полностью Давайте оборудованы. просто качество материала сразу определим. У нас шпанированная кухня. Там будет в тех корпусах цвет темнее, чем этот. Я имею в виду, Этот качество более материала будет Да, отличаться или нет? нет, то же самое абсолютно. А у вас в контракте прописывается качество материалов на отделке, там, уровень техники и все остальное? Нет, мы это не прописываем, мы прописываем количество техники, которую мы предоставляем, мы прописываем, что там на стенах будут обои, что на полу будет ламинат, что в ванной комнате будет плитка, если где-то есть там теплый пол, то там будет теплый пол, количество кондиционеров, количество телевизоров, один диван, там 2 кресла и так далее. Ну, достаточно подробно, но в детализацию мы не углубляемся. Я понял. Ну, просто чтобы было понятно, как это будет по итогу выглядеть. Чтобы Можно это не выйти на получилось, что заявляется одно, а по факту там какие-то Нет, все дома самые у нас дешевые материалы, выглядят чтобы не примерно получились. одинаково. Хорошо. Так, Очень тут у нас красивый вид. выход на балкон. Ой, давайте я так красиво выйду. Да. Красиво выйду на балкон, да. Действительно хорошо. Из балкона у нас, собственно, вид на Батуми, да, насколько я понимаю? С этой части дома, да, у нас вид на Батуми, и у нас панорамный вид на горы. Вот в эту сторону ботанический сад, горы и Батуми. Также очень удачное место, чтобы рассказать о нашем будущем проекте. За вот этим стеклянным зданием вся территория до ботанического сада, вот за вот этим стеклянным зданием, вся территория до ботанического сада, это принадлежит в настоящий момент Dreamland Оазису. Соответственно, там будет строиться Dreamland 2 в скором ближайшем будущем. Он будет более хай-тек, он будет более в стиле хай-тек, чем этот Dreamland, но тем не менее 2 Dreamland, они будут соединены между собой мостиком через вот эту речку, которая тут протекает. Ну, то есть фактически вы будете, как это, инфраструктурообразующим предприятием в Чакове? Фактически все побережье будет по факту принадлежать Dreamland Оазису, и, соответственно, можно будет из одного Dreamland пешочком или на велосипеде перейти в другой Dreamland, и в другом Dreamland там уже будет торговый центр большой, там будет марина для яхт, там будет своя инфраструктура отдельная, и там же находится рядом ботанический сад, то есть можно будет отсюда зайти в ботанический сад. Угу. Понятно. Давайте вернемся все-таки в апартамент. Я хотел бы немножко заостриться. А здесь у нас внешняя часть сделана, получается, панелями, да, я так понимаю, или что это? Или это плитка? Нет, это не плитка, это панели, которые полупластик с чем-то. Ну, они то есть такие они глухие, достаточно тяжелые. влагостойкие. Да, и вот эти штучки, они двигаются, да? Эти штучки, они двигаются, да. Не на всех балконах их много, и как-то можно ими пользоваться. То есть иногда бывает это просто одна, иногда бывает 2. То есть можно загородиться от ветра, от солнца. Это очень удобно. То есть от $80 тысяч стоят сейчас апартаменты на этапе стройки. Это апартаменты, квартиры, вернее, в которые можно будет заехать когда? 80 тысяч – это квартира, в которую можно будет заехать в начале 27 года. В начале 27-го. То есть в конце 26-го у нас стоит по ним срок сдачи. Ну, соответственно, где-то в начале 27-го можно будет в нее заезжать. Рассрочки есть? Да, конечно. 20% первоначальный взнос, остальное все в рассрочку. 20% это получается входной билет $16 тысяч. Плюс-минус, да. $16 тысяч. А если заехать прямо завтра, то эти квартиры со скольки начинаются? Если заехать прямо завтра, то таких квартир осталось совсем немного. Там тоже есть в районе 80 тысяч, но площадь 35 квадратных метров. В этой корпусе остались на 3-4 этаже. Здесь надо сразу всю оплату. Здесь надо целиком. А можно ипотеку? Можно. Иностранцам?
самостоятельно можно. В данный момент мы не можем помочь с оформлением ипотеки, но иностранцы оформляют ипотеку. В ближайшем будущем у нас опять возобновится ипотечная программа для конкретно нашего комплекса, для наших квартир. То есть можно будет достаточно в ускоренном режиме получать ипотеку. Ну, то есть мне просто самому, допустим, нравится схема, когда 80 тысяч делится, грубо говоря, на 20%, 16 тысяч первоначального взноса, а потом же у вас есть рассрочка на строящиеся. Сколько лет? Ну, если мы говорим, ну, там получается примерно. А вот он, кстати, электричка, да, у нас проезжает? Да, но она достаточно тихо проезжает и быстро. Нет, да, кстати, вот. Чтобы вам вот жизнь сахаром не казалась. Не, ну красиво. В целом, Не, красиво. мне кажется, это очень красиво, когда такой поезд с грузинским флагом проезжает по мостику. Ну, это... Ну, если я же не честно, говорю, что это плохо, я просто говорю, что это есть. Я просто по предыдущим видео, никогда не было жалоб на поезда. То есть такого, какой-то такой жалобы, в которой именно люди говорили, что нам не нравится, что слышно сильно поезд или что-то в этом духе, то есть никогда такого не было. В комментариях под видео про Оазис есть один мужчина, который живет в Чакове, который искренне страдает о том, когда недостаточно активно мы говорим о том, что здесь есть поезда. Ему кажется, что мы это утаиваем. Он конкретно один. Я его уже знаю за 6 лет, поэтому специально для него я как бы уточняю этот момент. То есть поезда есть, дорога проходит вот здесь, и вот здесь же будет, по сути, возможность высаживаться и перемещаться в Тбилиси. Да. То есть, это хорошо. И, по сути, есть еще один вариант, то есть, я не знаю, на каком, опять же, этапе, то есть, поговаривают, что, возможно, железную дорогу будут переносить, но для нас, мне кажется, это не самый желательный вариант. По мне, так лучше, если бы тут построили платформу, где можно было бы садиться до Тбилиси или садиться до аэропорта в Кутаиси и напрямую туда уезжать. Ну так вот, схема, которая мне кажется хорошей, то есть рассрочка на 2 года, это, грубо говоря, то есть 16 тысяч сразу, после этого можно будет еще 20% растянуть на 2 года, хотелось бы. Тогда еще это получится где-то по $700-800 в год на 2 года, а дальше подцепить просто ипотеку на 10 лет, и платеж там будет в районе $500 в месяц. Ну, в Грузии сейчас очень редко выдают ипотеку на 10 лет, если честно, то там выходит где-то в районе 6-7 лет. Это такой максимальный срок. На 10 я... Но это будет платеж тогда, наверное, $600 в месяц, и это достаточно интересно по той причине, что можно же будет ее, грубо говоря, уже с момента, когда закончится рассрочка, ее можно будет уже сдавать, и, в принципе, с этих денег должно хватить на ипотеку. В целом, под наши квартиры и сейчас люди берут ипотеки. Просто мы, как комплекс, не можем сейчас в этом способствовать. Но самостоятельно люди оформляют, и иностранцы оформляют ипотеки, и локальные местные покупатели, они тоже оформляют ипотеки под наши квартиры. Это ничего сложного в этом нету. То есть нужно прийти просто в банк, подать заявление, сюда, ну, то есть заполнить необходимые документы, анкеты и так далее. Сюда выезжает оценщик. Оценщики оценивают наши квартиры по нормальной, скажем так, цене, то есть не сильно заниженной. То есть обычные банки, там что TBC банк, что Сакартвелос банк оценивают квартиры очень хорошо, поэтому там проблем не должно быть. То есть не надо делать завышение какое-то? Нет. То есть они все по рыночной цене. Давайте еще уточним. Давайте. Вот стеклопакеты у вас стоят. Да. Это похоже на Шуко. Это Шуко? Что такое Шуко? Вы не знаете, что такое? Простите, пожалуйста. Стеклопакеты у нас, окна с лифтов раздвижные, слайдовые с лифтовой системой. Лифтовая — это означает, что они создают вакуум, то есть при определенном расположении ручки можно создать вакуумную систему, то есть вода не будет заходить. Ну и воздух тоже. Воздух тоже не будет заходить, да. Так, хорошо. А по поводу воды, то есть... Если сильный дождь, но это не только там, допустим, особенность наша и так далее. Если сильный дождь, и если он косой, и если он если он идет со стороны... Все, чудесно. Можем продолжать. Мы перешли на GoPro-шечку, чтобы двигаться было удобней. Да, давайте спальню тогда еще посмотрим.
принципе. Давайте я еще подробнее Да. расскажу. Да? То есть составляющая каждой квартиры, она примерно одинаковая. То есть это двухкомнатная квартира, студия гостиничного типа вместе с кухней и отдельная спальня. Студии с кухнями у нас укомплектованы стул, кухонный буфет, холодильник, мини-бар, посуда для чая, кофе. То есть все вот эти вот керамическая посуда, вся вилки, ложки и так далее. Также одна кастрюлька, одна сковородка. Это все как бы входит в комплектацию апартамента. Гардероб. Здесь у нас спальня. В зеркале отразился просто. Блин, спальня, отразился. Здесь у нас спальня. В зеркале в отразился спальне, просто. Так, спальня, да. Здесь зайти у нас посмотреть. спальня. Также есть В выход на спальне Да. можно зайти Спальня посмотреть. комплектуется, опять Также же, есть выход одеяло, на балкон. подушки, полотенце, одеяло, подушки, Да. Спальня постельное белье, комплектуется, опять же, матрас, одеяло, то есть это подушки, всё полотенце, входит, одеяло, не- подушки, постельное непосредственно в белье, апартамент. матрас, то есть это все входит А если непосредственно в человек хочет апартамент. свой индивидуальный дизайн, чтобы здесь жить и радоваться А если жизни? человек хочет свой индивидуальный дизайн? Вот, пожалуйста, вы можете зайти чтобы в ванну. здесь жить и радоваться Ванна жизни. Это унитаз, биде, это Вот, пожалуйста, вы можете зайти в душевая ванну. кабина, Ванна – это унитаз, полотенце, биде, это раковина, стиральная машинка. душевая кабина. Если человек хочет индивидуальный полотенце, дизайн, он может это раковина, делать. стиральная Естественно, это не машинка. в сезон. Если человек хочет Он может это индивидуальный делать дизайн, своими он может силами, это может делать. делать Естественно, с это не в помощью сезон. наших, мастеров. Он может это делать своими силами, то может есть за это делать ему с будет помощью выставлена наших отдельная- мастеров. Ну, давайте прикинем, то есть базовая цена за то есть за квадратный это ему метр будет выставлена здесь, в отдельная. квартирах. конкретно. Ну, давайте эта прикинем. То есть квартира, базовая цена за квадратный Нет, метр Но это не самая дешевая. здесь. Нет, я имею в в виду квартире. самая конкретно, дешевая цена, эта которая есть квартира, вообще в да. этих квартирах. Она Нет, Но начинается это не самая со дешевая. скольки? Нет, я имею в виду 1800 самая долларов, дешевая цена, 1900? которая есть вообще в Я этих говорила квартирах. про Она 80 начинается с тысяч скольки? 1800 долларов или 1900? 1900 Я говорила про 80 тысяч 1900 долларов в на сегодняшний 12-м день. корпусе, Если мы оценим вот этот 1900 ремонт с долларов. Это. комплектацией, 1900 долларов на сегодняшний день. наверное, 800, Если мы может быть. оценим вот Ну, этот я- ремонт с С учетом того, комплектацией, что ну, это во сколько? школа, Ну, это долларов не 700, самые наверное, дешевые 800, материалы, может да, быть. то есть Ну, это, я в тут- принципе, С учетом Это того, хорошие что это обои, это шпон, это не хороший самые ламинат, дешевые материалы, да, то есть это, в принципе... Это хорошие обои, это хороший ламинат, Если ты хочешь самостоятельно сделать шпанированная ремонт, я кухня. могу там Ну, то примерно есть, прикинуть, что это выходит если ты где-то хочешь 300 долларов за самостоятельно квадратный сделать метр. ремонт, я Если могу ты там хочешь, примерно прикинуть, что это выходит допустим, где-то 300 оставить долларов за какой-то белый квадратный каркас, метр. и из белого Если ты каркаса хочешь, уже доделывать до допустим, финальной оставить стадии, какой-то то белый это, каркас, в среднем, и из мне белого кажется, в районе каркаса 300 уже долларов. доделывать С бюджетными до финальной материалами стадии, то это не в 300 среднем, мне дороже. кажется, в районе 300 долларов. С хорошими бюджетными материалами то это долларов 600. не Если 300 это дороже. такие Ну, если бюджетные, с средние хорошими материалы, материалами, будет то это долларов 300-400. 600. Ну, Если 300, это потом такие добавьте сюда бюджетные еще средние мебель, материалы, потом то это добавьте будет сюда долларов еще технику, 300-400. потом добавьте 300, сюда потом еще добавьте сюда еще переделки мебель, после потом того, как мы добавьте сюда сделали. еще Ну, технику, если потом 600, добавьте мне кажется, сюда это уже, еще наверное, и переделки мебель после того, как мы сделали здесь. 600, но Мне сильно кажется, это бюджетно, не уже, шпанированная наверное, и мебель, это мебель точно, можно как бы, снять. скорее, ну, какой-то 600, ламинат, но самый сильно бюджетно, дешевый, не наверное, шпанированную там. мебель, это Ну, в точно, принципе, как от бы, 600 скорее, от ну, 700 какой-то подключите ламинат, самый варианты есть, даже дешевенький, я наверное, знаю, так. что там Ну, у в принципе, Гуру, от 600, от 700 начинается подключите самый варианты дешевый есть. материал, Даже я ремонтных знаю, ключ, что который там предлагается. Гуру, у них, Ну, по-моему, мы от не 500 считали, начинаются, и у нас самые нету дешевые такого материалы, продукта, ремонт который ключ, мы которые продаем предлагаются. как... Ну, мы не потому что у нас считали, обычно у нас покупают нету всё такого готовое под продукта, ключ, и который очень мы редко, продаем когда как... бывают какие-то Потому что у нас запросы. В обычно целом покупают они все бывают, готовое под но ключ, не и так очень редко, часто. когда То бывают есть, когда какие-то люди запросы. покупают В целом несколько они квартир, бывают, они их но объединяют не под так себя, часто. потому что они То есть, хотят когда здесь люди постоянно покупают проживать, и несколько они, квартир, они их объединяют под себя, потому что они хотят Всё здесь хорошо, постоянно я проживать. просто И передвинулся. Они хотят сделать свой Всё хорошо, я индивидуальный ремонт. просто Они занимаются передвинулся. этим самостоятельно. во Они сколько у них это хотят обходится, сделать свой ну, тут индивидуальный как бы ремонт. дело Они занимаются этим каждого, самостоятельно. и Во сколько у пользуются них ли это они нашими обходится, мастерами ну для тут этих как бы ремонтов, это дело тоже, каждого. дело И Чаще всего пользуются это ли они происходит нашими на этапе мастерами для строительства. этих То есть ремонтов, такие это квартиры тоже уже готовые, дело никто каждого. Чаще всего это обычно происходит не на этапе строительства. не То есть такие переделывает, квартиры потому что это уже достаточно готовые, никто проблематично. обычно Но в не, целом возможно, если не захотеть. переделывает, потому что это Простите достаточно меня за проблематично. мой личный Но в интерес. целом Это возможно, подписка, если захотеть. вернее, скидка для подписчиков Простите канала меня Александра за Шортов всё мой еще личный действует. интерес. Подписка, Действует. вернее, скидка для Можно подписчиков её канала размер и Александра какие Шортов все условия еще её действует. получения? Если Действует. вы приходите напрямую можно без её брокера, размер и то какие условия её говорите, получения? Если вы точнее, приходите звоните напрямую по без номеру брокера, телефона, то и отправляете свои говорите, данные туда, точнее, если вы звоните номер по номеру который телефона, указан под данным отправляете видео, свои данные вы туда, попадаете непосредственно ко мне. номер Вы говорите телефона, о том, который что указан вы, под данным от видео, канала, пришли от вы канала попадаете Александра непосредственно Шортова, ко я мне. выдаю вам Вы говорите о том, промокод что на вы скидку от 2000 канала долларов. пришли от канала
Александра Шуфта, я выдаю вам промокод на скидку $2000. Или еще с При этом вы не должны приходить сюда
Ну, с понятно. То есть это, посредником, с условно брокером говоря, за или счет еще как с бы той кем-либо. самой То есть вы комиссии. должны прийти Окей, напрямую. ну, понятно. пойдемте То еще есть это, глянем в условно подъезд. говоря, за счет Чем как бы той отделаны самой комиссии. стены в подъезде? Окей, пойдемте Здесь еще у глянем нас в подъезд. штукатурка, Чем декоративная. отделаны Здесь у нас стены в подъезде? Это не А здесь у нас штукатурка декоративная. Здесь у это нас тоже обои? шкло. Это не декоративная штукатурка, это тоже обои. А, это тоже обои? Да, А перегородки сделаны картиночки из блока с и гипсокартоном? кафель. Какие попал. Между стенами, между А перегородки между сделаны из квартирами. блока с гипсокартоном? Какие Между стен, ну, между Кирпичные, квартирами. Блоки, да. Блочные, все Кирпичные блоки, Кирпичные, звукоизоляция и блоки, да. Блочные, все. Кирпичные У блоки, меня сейчас звукоизоляция просто друзья и жили в одном очень известном гипсокартон и комплексе обои. с очень У меня большим сейчас количеством просто апартаментов, где друзья один слой жили гипсокартона в одном разделял очень это, и известном очень комплексе красиво с было. очень У нас большим так не количеством разделяется. апартаментов, где в один слой Понятно. гипсокартон Замечательно. разделял это, и Тогда, очень может быть, хорошо есть было. что-то У нас еще, так не что вы хотели бы разделяется. добавить к этому обзору? Понятно, замечательно. А тогда, может быть, есть что-то Огромное еще, что вы спасибо. хотели бы добавить к этому обзору? Встретимся на море. Наверное, нету. Огромное вам спасибо. Встретимся на море.